канале «Россия» дебаты кандидатов в президенты Российской Федерации. Я Владимир Соловьев, добрый вечер. Сегодня нам предстоит стать свидетелями очередного этапа. Поединка двух непримиримых противников. Владимира Жириновского и Михаила Прохорова. Тему, которую они выбрали – политическая ситуация в стране и партийное строительство. Владимир Вольфович, Михаил Дмитриевич, прошу представить свои тезисы. На это у вас по 45 секунд. Владимир Вольфович, прошу вас. Граждане России, в этой студии это мои последние дебаты с гражданином Прохоровым. Вот это они разрушили нашу страну при Ельцине. Они ограбили нас всех. Погибло 15 миллионов граждан России за то, что они стали миллиардерами. 9 миллионов беженцев, остановленные заводы, погибшие колхозы, брошенная медицина и образование. Из страны все уезжают. Все деньги увезли. Дети выбрасываются из окон. Падают сосульки и убивают людей. Горят дома каждый день, и под завалами лежат люди, их некому будет спасти. Это все они сделали. Ельцинская команда. Ельцин от стыда умер, Гайдар умер, и мы должны отправить туда же таких, как Прохоров, таким, каким не место быть даже кандидатом в президент. Михаил Дмитриевич, 45 секунд ваши. Дорогие избиратели, скоро мы придем на избирательные участки. В своих бюллетенях вы увидите 5 фамилий. Один человек уже правит нашей страной 12 лет и будет просить вас еще о новом 12-летнем сроке. 3 думских старца изображают из себя оппозицию и обманывают вас, продавая ваши голоса. Я новый человек в политике. Голосуя за них, вы голосуете за эту неэффективную власть. Я предлагаю, доверьте мне свои голоса. Я вас не подведу. Давайте вместе построим нашу новую прекрасную страну. 4 числа все только начинается. Это наша страна. Давайте за нее возьмемся нашими мозолистыми руками. Спасибо. Мы начинаем дебаты. Раунд первый. Владимир Вольфович, прошу. Вы сказали мозолистые руки. Это вот считать деньги, отобранные у народа. Считать ваучеры, которые незаконно раздавали якобы для того, чтобы мы все стали собственниками. Это огромные заводы, фабрики, территории, которые мы потеряли с вами. Это межэтнические конфликты. Вся страна в крови. И вы, соучастник ельцинской команды, этого олигархического клана, друг Путина. Вы вот там еще, в Петербурге, начинали ваш Балтанексимбанк. Потом он станет просто аннексим. Потом это будет Норильский горный комбинат. Потом это будет полюс золота, и везде деньги воруют, воруют, воруют. И люди погибают, болеют. Говорят, о какой новой России вы говорите? Добить оставшуюся Россию. Ваши люди в Лондоне сидят. Комендант вашего общежития олигархов Березовский ждет. Там есть коечка для вас в этом общежитии для олигархов. У вас 3 пути. Ходорковскому в камеру, в могилу Гайдару, или в эмиграцию к Березовскому. Вот выбирайте, каким путем пойдете вы. Вы никогда не будете президентом, ни министром, ни губернатором. Вы тот, кто обокрал и уничтожает нашу страну. 3 пути. Выбирайте. Ходорковский, Гайдар, Березовский. Понятно. Михаил Дмитриевич, ваши ответы, потом вопрос. Вы самый активный агент Кремля. Вы поддерживаете власть, которая избрала козла отпущения, наш бизнес и наших квалифицированных людей, которые вкалывают каждый день. Что ни происходит, виноваты они. Почему? Потому что вы сидите в Думе, болтаете языками и мешаете людям работать, зарабатывать. Вы не даете им возможность почувствовать себя самостоятельными. Вам нужны крепостные, которые день и ночь и ходят, протягивают руку за вашим унизительным социальным пакетом. Я не хочу жить в такой стране. И когда я стану президентом, вся эта болтовня закончится. Мы будем работать, зарабатывать и жить лучше всех в мире. Зарабатывать и уезжать в Лондон. И ваш вопрос? Вопрос. Владимир Вольфович, Да. у вас сегодня замечательный могильный костюмчик. Он вам очень к лицу. Вы могильщик оппозиции. Вы всегда были могильщиком всего будущего, всего светлого. Почему? Вы создали партию. Да, вы талантливый человек, но я не поклонник вашего таланта. Потому что вы свой талант зарыли. Вы используете его для того, чтобы продавать ваши голоса. Продавать голоса наших граждан, которые нуждаются и которые верят. Я хочу вас спросить, что за бизнес вы такой создали?
когда у вас за всю вашу 20-летнюю историю вашей партии всего 2 человека, Чуров и Калашников. Вы никого не подготовили. У меня к вам вопрос. Что будет с вашей партией, когда я стану президентом, и мне не нужны будут платные агенты Кремля? И что будет с вашей партией, когда вы уйдете из политики? Кому это все достанется? Объясняю. Гражданин Прохоров, когда вы, еще будучи агентом КГБ, после окончания вуза, студентом, сразу получили должность начальника управления в банке при Севе, где все в погонах сидели, я уже возглавил политическую партию в этой самой страшной стране, где никто не имел права слова сказать. ГУЛАГ, психушка, иммиграция. В 1989 году вы с фальшивым дипломом финансового института приходите сразу начальником управления. Нигде в мире такого нету. Курьером должны работать. Я возглавляю партию. И 23 года за меня голосуют миллионы наших граждан. За вас никто еще не голосовал. Ни одного голоса. Я 23 года лидер партии. Я депутат. Я зампредседателя Госдумы. Вы никем еще не были. Вы только воровали наши заводы. Воровали наши деньги. И все это у вас за границей находится. Вы покупаете там спортивные клубы. Поэтому вы готовитесь туда уехать. Вы пятая колонна. А мы боремся каждый день, каждый час. Поэтому вы никогда не будете президентом. Это понятно. А ответ на Но я вопрос обещаю, кто бы не был бы избран, мы вас, который вы же пятую колонну сегодня... Вы выводите людей на Болотную, но молчите. Идет поп-гапон, но на всякий случай молчит. Знает, что сзади Кремль следит за ним, за каждым шагом. То есть, конечно, вы даже забудьте про Кремль, даже в правительство не войдете. Я вам обещаю, хорошее содержание в Лефортово. Это каша, понятно. щи, кисель, рыбьи хвосты. Владимирович, Первое время. да, а вопрос? Потом я вас вышвырну туда, в Лондон. А ответ Потому на... что Нет, ответ на вопрос я о боролся будущем партии. при Горбачеве, Ельцине. Кто довел Ельцина до могилы? Я. Кто уничтожил Гайдара? Я. Кто долбает Чубайса? Я. Кто вывел весь парламент из зала заседания, когда была фальсификация выборов в 2009 году? Что, Зюганов вывел? Миронов? За мной встали и вышли 150 депутатов. Доверяя мне, любя меня, веря в меня. И 13 миллионов голосовали. Когда вы говорите «старцы», вы не уважаете все старшее поколение. Россия стареет. У нас уже нет молодежи. У нас все скоро будут люди старшего возраста. А вы молодой такой. Понятно, и ваш вопрос. Если вы такой молодой и жизнерадостный, почему в 50 лет нет семьи, нет детей, нет внуков? Чего вы пришли сюда с сестрой, с певичкой и с актером? Это ваша партия? Понятно. Моя партия миллионы. Миллионы. И у меня уже был министр в правительстве. У нас были люди в счетной палате. У нас были губернаторы. У вас никого нигде нет. Понятно. Только Вопрос... жулики, сбежавшие в Лондон. Вопрос понятен. Как вы ответите за это? Да, и кроме уничтожения часовенки 15 века, который тоже вы, так о будущем партии вы не сказали. Вопрос... Его? Да, нет, вашей. У него нет. Вопрос был Наша о будущем партия вашей будет партии. правящей. Она 4 понятно. декабря Хорошо. получила на 7 миллионов голосов Все больше. Победили мы Есть. 4 Все понял. декабря. Понятно. А в палате сидят ваши Они. люди, Ясно. купленные, продажные всеми олигархами. Отлично. Михаил Дмитриевич, ответ на вопрос, который прозвучал, и ваш ответ. Вопросы я не понял, но все-таки я отвечу. Эмоциональная речь – это замечательно. По поводу семьи я вам отвечу. У меня замечательная семья. У меня сестра, у меня племянница. А я считаю, что без любви это пошло жениться и заводить детей. Я не хочу делать, как делаете вы. Покупаете наших женщин. Я верю в любовь. И поэтому, когда я влюблюсь, я найду ту половину, я заведу нормальную, хорошую семью. И я буду отличным отцом. Так воспитали меня мои родители. Да. Вы не сможете стать биологически уже отцом. Дедушка в 90 лет может играть в домино. Это природа. Я согласен, надо полюбить. Но вы никогда никого не полюбите. Потому что вы ограбили всю страну. Вы понимаете? Михаил Дмитриевич, о какой любви какой-то женщины? Вкусовели были ваши женщины. Время там вы любили. И там вас арестовала французская полиция. Вот ваша любовь. Время Прохорова. Время кончилось Прохорова. И не завидуйте. Его мы арестуем сейчас, после Верю. окончания Итак, передачи. Ваш вопрос. Кстати, диплом-то фальшивый или нет? А то людям же интересно. Фальшивый диплом. С конечно. какого вуза вы в армию сбежали? Потому что красный, Почему видимо, во второй поэтому вуз пошли фальшивый. Я финансовый всегда был институт? отличником. Да. Понятно. Только вся информация В отличие от исчезла вас. из института. И ваш Где ответ? информация об окончании вуза? Где? Когда поступил студент
Прохоров на первый курс? Нету. Когда окончил? Нету. С какого вуза ушел в армию? В армию кто уходит, когда выгоняют из вуза? Дурак и выгоняют на улицу. Вот так забирают в армию. Чего вас в армию забрали? Так, время. Почему в армию Время. взяли? Михаил Дмитриевич. Если вы были умный, с Михаил красным Дмитриевич, диплом, ваше время. вдруг пошел солдатом в Владимир, армию. время. Здесь дебаты. А что он Вы зачистил сами всю приняли законы. информацию? Вы сами... Зачистил всю информацию о себе за деньги. Ваш же Чуров Интернет будет пустой. кричать, что вы Ничего нарушаете нет про законы. Прохорова. Давайте. Все Владимир. заплатил. Ну пусть покричит, жалко. что ли. Время жалко. Жалко время. Да, Ну, есть хорошо. время, есть законы, его надо соблюдать Закон. даже Всё, депутатам. соблюдайте. Ваше время, говорите. Прошу. Говорить нечего, я буду говорить. Владимир Владимирович, у меня к вам один очень простенький Пожалуйста. вопрос. Когда мы говорим о борьбе с коррупцией, нужно быть абсолютно честным. Да. Перед собой, перед гражданами, перед вашими партийцами. Скажите, пожалуйста, вот у вас есть партия ЛДПР. Да. На какие деньги она живет? На взносы у вас нет взносов. Те деньги, которые государство вам предоставляет, их тоже не хватает. На что живет ваша партия? Вы сейчас стали уже окрываться. Молодец. Показывайте зоопарки ваши, дворцы, майбахи. Это хорошо. У меня к вам очень простой вопрос. Когда вы смотрите людям в глаза, вы должны честно говорить, на что живет ваша партия. Вот мой бизнес весь прозрачен. Я самый крупный налогоплательщик. Я делаю все по закону, по лучшим стандартам. Я хочу вас спросить, когда ваша партия начнет жить прозрачно, когда она покажет все доходы, на которые она живет, и когда вы задекларируете все ваши доходы, когда вы будете честным гражданином. Потому что если вы этого не сделаете, при президенте Прохорове вы без депутатского мандата и месяца не будете на свободе. Это я вам обещаю. Да. Молодец. Он обещает нам. 100 раз проверенная партия и ее лидер. 25 лет. Имеет право проверять партию только Министерство юстиции. Есть хоть одно замечание? Завтра сдам пост и уйду вон из Государственной Думы. У ФСБ есть замечания? Нету. У прокуратуры есть замечания? Нету. У МВД есть? Нету. Следственный комитет есть? Нету. Наконец, есть администрация президента, которая вас сюда поставила как фальшивого кандидата. У них спросите, есть замечания ко мне? Хоть раз от кого-то получил хоть рубль? Да? Партии Да. мало денег. Потому что... Что вы смеетесь? Я соглашаюсь с ним. Да. Денег мало. Деньги дает нам государство. За каждый голос 20 рублей. Вот нам оставили 7 миллионов голосов. Дали в январе 140 миллионов. То есть вот эти деньги. И все это проверяется. Бизнеса никакого не веду. Нет ничего. Проверяйте 100 раз. Никуда. В бюджет даже мизинцем не притронулся. 100 раз проверяйте. И 100 раз проверяли. Ничего нету, Михаил. А вас проверяют. И ваши все активы уже выведены за рубеж. Что вы за рубеж все активы вывели? Полю золота, где находятся активы? Остров Сейшельская гряда зачем покупаете? Чтобы там свой Крым сделать? Зачем покупаете чужие спортивные клубы? И нам еще объясняете, что вы хотите технологию американского баскетбола здесь. Да наши люди лучше баскетбол играют. Поэтому здесь нас обманывать не надо. У нас все открыто. И, конечно, у нас меньше денег, чем у вас. Но нам Понятно. непонятно, Вопрос понятен. зачем вы наворованные деньги хотите, уже потратили огромное количество. И- Почему вас выкинули с поста руководителя прокремлевской партии «Правое дело»? Понятно. Михаил Дмитриевич, Фу, шел Жириновский, пришел к вопросу. так выгнали уже, а меня не могут. Никто. Время не пришло еще, Ничего, подождите. ничего, Отвечать подгоняйте будет- время. отвечать- Я отвечать осознанно будете? пришел в политику. И я захотел это сделать быстро. Взять валяющуюся недалеко от Кремля партию, очистить ее и пойти Молодец, на выборы. сказал от Кремля. Это, Видишь, молодец, это оказалось честный. моей ошибкой. О! Но я быстро учусь. И поэтому сейчас я буду делать новую политическую силу, которой еще не было в стране, которая не будет зависеть от администрации президента, куда вы бегаете вместе с остальными, получать деньги Никогда. и получать, Там не По были. очереди. и получать указания. Да. Я буду делать настоящую партию, которая объединит активных людей, которые хотят жить в нашей стране, которые смогут эту страну сделать такой, что к нам будет стоять очередь из людей, желающих жить в стране. Там куратор Я это аплодисментов, умею что, делать. С нашей стороны, что ли, не могу С понять? вашей, да, вашей. говорите. Вы уже обнаглели, ваш куратор садится в нашу сторону. Ужас, ужас. Оттуда Выгоним, хлопайте немедленно нашему выгоним. Прохорову. Продолжайте. Здесь ЛДП. Продолжайте отвечать. Уберите, кто хлопает. Поэтому эту страну, Да. которую вы называете этой страной, я называю нашей страной. Да, потому да, что да, наша да, страна
прекрасная, там сильные живут, талантливые люди. У нас есть природные ископаемые. Мы это все соединим. Вы помогаете царю, который царствует, а не управляет. А я буду директором, который всех нас объединит на совместную работу. Построит дороги, построить железные дороги. Мы будем перемещаться по нашей стране 100-200 км в час. Сделаю рабочие места, где каждый парень и каждая девушка, окончив любое высшее учебное заведение или среднеспециальное, может получить достойную работу, создать семью и кормить себя, своих стариков, своих детей. Вот о такой стране я мечтаю. И я ее сделаю. И вопрос? Вопрос мой следующий. Владимир Вольфович, вот посмотрите, какая вещь. Вы обманываете и презираете большое количество наших граждан. Вы фактически делаете следующее. Вы у нас такая поп-звезда. Вы забираете всю энергию как бы от Голливуда и обманываете людей, которые доверяют вам и являются для вас и думают, что вы последняя надежда. Вы такой своеобразный, знаете, могильщик-лавочник, который обменивает надежды людей. На что вы их меняете? На побрякушки и цацки для своей семьи. Скажите, вот вас совесть не замучила от того, что вы делаете? Вы же умный, талантливый человек. Неужели нужно зарывать свой талант вот ради такого бизнеса, которым вы сейчас занимаетесь? И скажите, не надоело ли вам проигрывать уже в 5-й раз на выборах? Может быть, наконец-то хватит? Уступите место молодым. Объясняю. Уступите место молодым, Вы- пусть молодые проиграют. Сперва он совершил ошибку летом. Ой, не та партия. Ты смотри, а не сразу не понял? Вы же инструкцию получили в администрации президента. Вас принимал президент Медведев перед всей страной. Вам сказали, вот, Прохоров, вот прокремлевское правое дело. И через 3 дня он только понял, что это прокремлевская партия, да? Когда партии валяться будут на улице? Да, там валялась около Кремля партия. Вы хоть русский язык-то выучите. Все, что валяется около Кремля, это кремлевская, а не ваша. И не вашими грязными руками собирать те партии, которые создает Кремль. Дальше. Собирать чистые кремлевские Он партии? создаст партию. Ты смотрите. Карл Маркс не мог создать. Ленин не мог. Зюганов. А Прохоров, родился новый гений, он создаст. Сразу идет нарушение закона. В мою партию вступят различные движения. Вы закон о партиях читали? А как? Только индивидуальное членство. Никаких движений. Никаких союзов. И вот когда вы наберете столько, сколько у нас у ЛДПР, и когда мы на выборах пойдем, и вы получите больше процент, чем мы, вот тогда мы с вами встретимся. Пока за вас ни один человек не голосовал. И у вас нет ни 0,01 доли процента. А за меня голосовало, за партию, 23%. Вот пока вы их не получили. Поэтому про Голливуд вы лучше сами вспоминайте. Вот в Голливуд никогда американский Билл Гейтс не пошел в президенты. Джоб Стив не пошел в президенты. Что, дураки американцы? Денег немерено, а президенты не идут. Потому что никогда, ни в одной стране мира, никто не будет голосовать за миллиардера. Даже там деньги считаются дурно пахнет, и банкиры выбрасываются из закон. А у нас в наглую стоят здесь кандидаты в президенты, в психушке тебе нужно сидеть, в тюрьме сидеть и бежать в Лондон. Бессовестные люди. Вы еще нам говорите, откуда у нас там доходы, или мы кого-то обманываем. Как мы можем кого-то обмануть, когда вот в таких дебатах мы выступаем уже 23 года? И Мы вопрос? всю страну объехали. Вот он вчера показывает кролика. и Кролик. вопрос. Держать не умеешь кролика. Я тебя научу. За уши держат кролика, а он за брюхо держит. То есть имитация. Все у него имиджмейкеры. Целая команда. Миша, скажи это. Миша, вот так стань. То есть вы должны понять, что, Михаил, во втором туре вам Спасибо. придется раздеться и отсюда уйти в подштанниках. Понятно. Значит, вы верите, по крайней мере, во второй тур, что уже радует. Да. Первый раунд завершен. Напоминаю, что мы продолжим через секунду. Итак, напоминаю, что сегодня в дебатах на канале «Россия» принимают участие кандидаты на пост президента Российской Федерации. Владимир Жириновский и Михаил Прохоров. Второй раунд. Владимир Вольфович, Михаил Дмитриевич, сейчас каждому из вас предстоит отвечать на вопросы сторонников оппонента. Прошу вас, Алла Борисовна. Алла Пугачева, народная артистка СССР.
У меня вопрос такой. Владимир Вольфович, вы, думаю, со мной согласитесь, что президент страны – это лицо страны. Пример для подражания подрастающему поколению. Пример для массы граждан нашей Родины. У меня к вам такой вопрос. Вы, когда хамите, ну ладно мне, бог с вами, я к этому уже привыкла от вас. Вы чего хотите доказать? Когда вы врете нагло в эфире этой программы, зачем? Когда вы просто ведете себя настолько неприлично, даже для кандидатов в президенты. Но пока что это позор только ваш. Не дай бог, если это будет позор нашей страны. Вы распускаете язык, распускаете руки, ведете себя разнузданно. Мой вопрос, это что, часть имиджа, разрешенного вам сверху, то, что ни один политик так себя не ведет, это пробелы в воспитании вашем? Или, не дай бог, не приведи Господи, это что-то такое с неврозом связано? Вы когда, если бы вы стали президентом, вы бы поменяли свою линию поведения? Потому что это все-таки на весь мир. Все? Все. Отвечаю. Я веду себя так, как я считаю нужным. Мне имиджмейкеры не нужны. Мне разрешение, как Михаилу, никто не давал создавать партию. Я ее сам создал. Я сам первый пошел кандидатом в президенты еще с советской России. Все разбежались. Значит, это природное, Молчите! Я с партии. Не хамите вышел мне, почти не все. Я хамите. знаю, что мне Не делать. хами мне. Я отвечаю здесь. Вам молчать нужно сидеть. Все. Вопрос задали? Я отвечаю так, как я считаю нужным. Я, собственно, не хотела нравится? это услышать. Убирайтесь вон отсюда. Албарис. Не уберусь. Все, Албарис. Назло вам. Владимир Выведет Вольфович. охрана сейчас. Да, Пожалуйста, я веду молчать. себя как Охрана. певица, а не как Молчать, я певичка. сказал. Охрана никого не... И так дальше. Не ори на меня, будущий Я говорю, президент. не вам, Алла Есть Борисовна. время. Я вам Вы не Алла дома с Борисовна. дочерью будете Вы так меня уже разговаривать. назвали певичкой. Я думала, Про что вы... поведение говорить, Я то думала, я что 5 раз вы- не женился. Я думала, что вы Пять раз я вы не кружевник, женился. Да. политик, хитрый человек. я отвечаю, Соловьев. А вы просто клоун Значит, и я- псих. Время, Отвечаю, да. время Жириновского. Я- Я должен дать время. Такой, какой я есть, я уже сказал. В этом моя прелесть. Если Сталин прикинулся тихоня и потом страну залил кровью, если Хрущев прикинулся тихоня и мы сели везде кукурузу, если Брежнев был великий и вся страна пьяная и коррупция, Горбачев за демократию, Советский Союз рухнул, Ельцин полупьяный, что вам тогда не нравился Ельцин? Этот недоумок полупьяный. Что вы тогда за него агитировали все? Что Вы сейчас? позор Помолчите. нашей страны. Помолчите. Вы позор. Да, помолчите. Вы, артисты, как последние проститутки, ложитесь под любого руководителя за деньги. Вы все легли под Брежнева, под Горбачева, под Ельцина, под Путина. Завтра въеду в Кремль, все будете лежать, я буду на вас плевать и вытирать ноги. Позор вам! Позор, Всем, позор. Всем, кто легли сегодня под любого... Смотрите, все 4 кандидата, Позор все позвали страны. артистов. Позор. Албарис, Все по позвали закону сейчас артистов. время Жириновского. Да. Она не понимает этого. На законов не читают. У нее Владимир закон один. Менять Владимир мужей каждые Владимирович, 5 минут. Вот вы ее меня закон. извините, но то, что вы делаете, Да. вы себя публично хороните. Вот то, что вы сейчас делаете, вы себя публично хороните. Я вам говорю еще раз. Вы ведущий? Я и веду. Вопрос. Все молчат. Я и попросил Я Аллу отвечаю. Борисовну уступить ваше время. А она не может Я понять. волнуюсь за вас. Не надо волноваться Не за за меня. Аллу Борисовну. Алла Не надо. Борисовна навсегда останется Я вам говорю и еще есть раз. в истории мировой я музыки. буду говорить то, что я считаю Это нужным. это ваше И вы право. Это ваше не имеете права Ваше вмешиваться. время, прошу. Если вашему каналу Я никого не Прохоров чит- заплатил, чтобы в этой передаче он получил больше голосов, он давно все проплатил. И в Кремле, и народу, и пускай норильские Владимир рабочие скажут, которые Никто уехали. ни разу в 120 моей тысяч. передаче Тогда не бывал помолчите. чаще вас, Тогда. не заплатившего ни копейки. Тогда помолчите. Я говорю. Я говорю. Прошу. И страна в условиях гражданской войны. Вы хотите в хорошем костюмчике? А кто похоронил 15 миллионов? Там тоже будем стоять в хороших костюмчиках. А миллионы потеряли родину. Что мы им скажем? А русский народ оплеван. Ему что скажем? А русский язык запрещают везде.
Русских летчиков арестовывают везде. Дети выбрасываются из закон. То тоже будем все тихо, спокойненько говорить. Ребята, все хорошо, в костюмчиках, тихо. Ну, дети не хотят жить. Ну, полно пьяниц, кругом наркоманы, кругом... Ну, что делать? Зато пойдем в концерт, Понятно. Прохоров заплатит, Алла споет. И нам хорошо, вам втроем хорошо. А я хочу, чтобы было хорошо главному народу нашей страны. Бедному Время. русскому народу. А на вас мне наплевать. Понятно. Все. Прошу. Первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе Владимир Овсянников. Михаил Дмитриевич, но вы вот сейчас только что слышали, как Алла Борисовна задавала вопрос. Вот кандидат в президенты должен быть кристально честным человеком, почти что Иисус Христос. Начнем с вашей биографии, становления вашего капитала, 90-е годы, бандитский капитализм, трупы. Я помню, в одном только Кузбассе, я сам оттуда избирался. 20 директоров, красных директоров, за ноги привязаны, доставали из поймы реки Чумыш, Таежная речка. То есть так делилась честный, собственность при честный Ельцине. человек. И когда многотысячные митинги по всей стране восставали против этого тирана, этого разрушителя Великой России, они восставали не против него, он олицетворял вас. И он ушел в могилу, олицетворяя вас, именно вот этот бандитский разгул капитализма. Сегодня вы своими деньгами повязали всю вертикаль власти. Сегодня дележ идет, вот именно предприятия вытаскивают друг у друга, так сказать, все грязное белье из карманов. Любой чиновник идет по этой вертикали власти, оглядывает, сколько бабок он получит от вас. Вы коррумпировали всю власть. Вы создали эту ситуацию, когда 10% довольны всем, а остальные 90% мучаются. Но переходим к вопросу. То, что для вас было развлекающими моментами, это поездка в Фуршавель. Хорошо, ладно, нет семьи, как-то надо занять время. Я вас понимаю как мужчина. Пьянка на Авроре, значит, которая, ну, наверное, войдет в историю современной России, это тоже для вас была развлекуха. Ваше участие как кандидат в президенты, это очередная ваша развлекуха? Или вы действительно хотите, далеко отличаясь от Иисуса Христа, стать президентом Великой России, который будет принимать решения войны и мира, так сказать, труда достойного, социального обеспечения и без поддержки политической структуры, с которой идет сегодня Жириновский, с выстраданной партией, с хорошей, внятной, четкой идеологией, у вас ее нет. Кто с кем избиратель? вы Кто будете избиратель? работать в стране и Понятно. кто ваш избиратель? Бедные Пожалуйста, будут голосовать ответьте. за него? Нет. Михаил Дмитриевич, пожалуйста. Прежде чем ответить на вопрос, я хочу от всех мужчин и от всех кандидатов в президенты извиниться перед Аллой Борисовной, что ей приходилось выслушивать такие оскорбления. Это недостойно не только кандидатов в президенты, это недостойно мужчины, мужика. Да. Поэтому, Владимир Владимирович, Да. мне за вас стыдно. Да, не И надо. отвечай на не вопрос. Надо, Всё, не а теперь надо. время вам каждого за разделить. себя должно Владимир быть стыдно вы в мне Куршавеле, делали замечание когда про вас время. с проститутками арестовала французская полиция. Отвечайте на Меня вопрос. никто нигде не арестовывал. И никакой Аллы Пугачевой я под юбку не заглядывал. Владимир Владимирович, Поэтому можете время за меня время ни перед Прохорова. кем не извиняться. Время- Зато в понимаете? бане с мужиками. Время Подлых Прохорова. людей, вас, представителей, так сказать, вот артистического мира, Мира. вы же не вылезаете из постели Владимир все. Вольфович. А вы в бане с молодыми мальчиками сидите. Берете деньги. Голос звучит, а она стоит Время на него. И 30 тысяч долларов. Прохорова. 30 тысяч. Пусть говорит. Время Прохорова. Просто он должен отвечать Он умеет, на спасибо. вопрос. Прошу, А извинения прошу просить отвечать. мы ни Михаил у кого не Дмитриевич, будем. ваше время, извольте. В нашей стране, которая 25 лет мучительно ищет свой путь, нет святых людей. И поэтому президент, который должен прийти, это должен быть президент, который искренне работал. Да, он ошибался, он допускал ошибки, но это человек, который понимает, что нужно делать, чтобы исправить и свои ошибки, и помочь другим стать успешными, богатыми. Людьми, которые могут воспитывать своих детей, которые не волнуются, когда они выходят на улицу, что они могут спокойно знать, что счастье их детей в надежных руках государства. Я хорошо знаю это государство, и вы являетесь ее коррумпированной частью. Это у вас есть власть, вы принимаете законы, это вы берете деньги за коррупционные законы, а крайними делаете нас, бизнесменов. Потому что вам так удобно, потому что вы власть. Самый наживной инструмент. У вас и деньги, и власть. Крайними вы делаете нас, бизнесменов, а также тех людей, которые работают день и ночь и пытаются пробиться через ваши дурацкие законы. Я стану президентом,
Вам придется, стыдно, вам придется отвечать за то, что вы там в Государственной Думе понаписали. Придется переписывать и будете работать день и ночь, исправляя свои ошибки. Я вам это обещаю. Никогда этого Время. не будет, Время. Прохоров. И Время. по Леонид нашим Исаакович. законам жила Время. и еще 100 лет будет жить Время. Россия. А ваши законы воровские. Владимир Вольфович. Место твое. Время. Владимир Вольфович, давайте разговаривать. Я, знаете, я сижу, смотрю на все. Оскорбляет Представь- весь парламент. Спокойно. Владимир Вольфович, Весь давай. парламент. Да вся страна оппозиционный. оскорбляет. Леонид Ермольник, Представь. актер, продюсер. Мне на самом деле очень неловко присутствовать здесь. Мне стыдно за Владимира Рудольфовича, мне стыдно за Михаила Дмитриевича, мне стыдно за Аллу Борисовну, за Ирину Дмитриевну, за себя, потому что... пришли, если Секунду, стыдно? Владимир Много Много Вольфович. людей, которым Владимир не стыдно. Вольфович. Владимир Вас Вольфович. заменят Требовали- через 2 минуты. вы Владимир требовали Вольфович, время. вы уже столько наговорили, Они всё что время вы стыдятся потеряли всего. последние Что же голоса. теперь президенту Это их право, ему стыдно? их время. Владимир Это- Вольфович, это давайте власть- разговаривать. власть гнилой интеллигенции. Да нет. Владимир Уже 100 лет. Вольфович, Русский человек отвечаю без на стыда первый вопрос. животное. Почему у вас нет артистов в команде? Не потому, что вы их не позвали, потому что нет сумасшедших артистов, которые могут прощать вам вашу болтовню. Да. Дальше, Это- вопрос. Давайте, я буду стараться быть Леонид предельно Исаакович, говорите. интеллигентным и Вопрос. спокойным. Вопрос. Пожалуйста, Ваш говорите. бред, Вопрос. Ермольник, Вы меня 20 интересует. вы Вы дв- если соображаете в устройстве Владимир Вольфович, государства? слушайте вопрос, вы Не как ответите. артист. Владимир а мы Вольфович, здесь не я бы филармонию вообще идем. предложил Михаилу С Дмитриевичу ничего не Прохоровым, говорить, не чтобы филармонию. здесь час говорили, и Да. тогда нам не надо ничего говорить, потому что и так все ясно. Да. И да уходите, встал и ушел. Секунду. Встал и Что ушел. же вы всех гоните? Что же вы всех гоните? Заплатили, ты не Владимир уйдешь, Вольфович, Ермольник. Владимир. Должен отработать ему. Время. Это ваше пока- ощущение. деньги. Что ж Это вам со Приличные- сцены надо политической Приличные уходить. деньги. Уходить Приличные со деньги. сцены. Нашу судьбу Владимир решает Вольфович, избиратель. вы хотите вопрос, я вам... Владимир Вольфович, идет Владимир время. Вольфович, Услышьте ЛДПР вопрос. получила 15 миллионов голосов. Где у вот него- они никогда не будут за вас голосовать. 15 миллионов. Владимир Вольфович, Дайте вы задать 20 лет в Государственной Думе. Вы обвинили уже всех и похоронили всех. Вы ненавидите наших артистов. Да. Вы ненавидите Вас, всех политиков. не всех. Ну как? Ну, конечно, Те, наверное. кто легли под конечно. Путина или под Прохорова. Хоро- Вот их, Секунду, только их. дайте договорить, вы же хотите вопрос. Что вы за 20 лет сделали? Да. Почему вы сегодня упрекаете Михаила Дмитриевича в том, что он соблюдал те законы, которые вы подписали и вы предлагали в Думе? Да. 20 лет. 20 лет мы от вас, как от депутата Государственной Думы, да, и как от руководителя, почти вы еще в президиуме сидели все время. Да. Что ж вы не сделали законов, а теперь вы упрекаете Михаила Дмитриевича, что он жил по законам, которые вы предложили. Что ж вы все время не на себя киваете, а на тех людей, кто пострадал от ваших законов, даже если это так. Да. Почему вы считаете, почему вы оскорбляете меня и считаете, что я за деньги? Я достаточно состоятельный продюсер и артист. Мне не надо платить за то, чтобы я выражал свою гражданскую позицию. Все? Я Секунду, отвечаю. секунду. Еще раз задаю вопрос, очень простой, уже конкретный. понял. Что вы Я уже сделали понял. за 20 Что лет, вы чтобы уже сделать понял. законы? Владимир Понял. Вольфович, И когда вы Всё. киваете на юстицию, на Да. ФСБ, это все одна команда, большая команда, Да. которая закрывает эти законы. Владимир, Законы всё. работают для каждого человека Всё. в этой стране Отвечаю. отдельно. Объясняю Ермольнику и всем артистам Российской Федерации. Прежде чем идти на дебаты и обсуждать вопросы российского государства, нужно быть юристом. Законы принимает только партия, имеющая большинство. У ЛДПР никогда не было большинства. Максимум, что мы имели, 64 депутата. Большинство это 226. Поэтому мы никогда не могли принять закон, который шел бы в пользу бедных. Или остановить принятие плохих законов, о которых правильно говорит Михаил. Но мы голосуем против, а большинство у его прокремлевской партии. Поэтому голову вы морочите всем избирателям. Вы до сих пор не понимаете, что есть меньшинство у разных партий. И есть одна партия, у которой большинство. И она делает все, что она хочет. Правильно! Законы душат малый бизнес. Кто принял? Единая Россия. Правильно! Мигранты заполнили страну. Кто их запустил в страну? Единая Россия. Кто во главе Единой России? Путин. Кто друг Путина? Вот он, Прохоров. Так что вы в этом все сами виноваты. Прошу. Михаил Дмитриевич, вашим первым политическим... прошу прощения. Профессор Сергей Калашников, председатель комитета по охране здоровья Государственной Думы. Бывший министр труда, не актер.
министр труда еще в том веке. Михаил Дмитриевич, вашим первым политическим явлением в России были инициативы в качестве председателя комиссии РСПП о продлении пенсионного возраста и о предоставлении человеку права работать столько, сколько он хочет Чтобы умереть сверхурочно. на рабочем месте. Можно по-разному относиться к этому, но это была ваша позиция. Хотя понятно, что работа добровольная и сверхурочная, это просто, чтобы работодатель не платил сверхурочные. Но каково же было удивление, когда в своих первых выступлениях в качестве лидера правого дела вы отказались от этой своей точки зрения и стали говорить, что вы категорически против увеличения пенсионного возраста, и вас неправильно поняли, когда вы говорили о предоставлении человеку права самому выбирать, сколько работать. Так вопрос заключается в следующем. Это слабость вашего характера, неумение, не отсутствие личностных качеств отстаивать свою точку зрения – или это просто конъюнктура, когда вы в борьбе за власть готовы поменять мнение с легкостью? Спасибо. Мне, если честно, удивительно слышать вопрос от вас, профессионала, которого я реально уважаю. Вы хорошо знаете трудовое законодательство. Вы были сильным министром, вы работали в администрации президента, в профильном департаменте. Зачем же вы используете политическую клиентуру и перевираете этот вопрос? Я никогда не предлагал работать 60 часов. Я всегда предлагал, что если человек хочет работать добровольно за дополнительные деньги, он имеет на это право. По поводу пенсионного возраста я никогда вообще не говорил ничего по этому поводу. Мой вопрос, он Все в другом. же слышали, ну что это такое? Смотрите, 60 часов мы живем нас не Время в пустом пробовать. мире, не в пустом Так же мире. нельзя обманывать. У нас Время рабочий Прохорова. день на 20% меньше, чем у американского рабочего. На пенсию мы выходим на 15 лет раньше. Это такой закон, мы уважаем наши законы. Производительность труда в нашей стране в 5 раз ниже, чем в Америке. А теперь представьте, есть огромный торт, который выпекают все страны. И каждый гражданин с большой ложкой или с малой ложкой от этого тортика отщипывает себе на жизнь. Так вот, наш гражданин России подходит к этому торту с ложкой в 10 раз меньше. Вот вы, профессиональный человек, скажите, пожалуйста, хотели бы вы, чтобы наши граждане были в 10 раз беднее Америки? Я не хочу. Я хочу, чтобы наши граждане были богаче Америки, чтобы мы жили лучше всех. Поэтому трудовой кодекс, который закрепостил работника, надо менять. Спросите у женщины с ребенком, может ли она сейчас устроиться на работу? Нет. Спросите любого квалифицированного специалиста после 50. Может ли он устроиться? Нет, его никто не берет. И виноват в этом трудовой кодекс. Я считал, что такие люди профессиональные, как вы, должны меня поддерживать. Жалко, что политическая конъюнктура вас так изменила. Михаил Ильич, вы не ответили на мой вопрос. Я сказал, что можно уважать ваши взгляды. Но мой-то вопрос был о другом. Вы с легкостью их поменяли. Я их поменял. никогда не менял. Прохоров отвечал в самом начале. Не менял. Понятно. Ну, вся страна слышала про 60, выход на пенсию, Время 60 часов в неделю. прошло. Вся страна. Ты говорит, нет. Владимир Вольфович. Ирина Прохорова, издательство «Новое литературное обозрение», фонд Михаила Прохорова. Я счастлива иметь возможность задать вопрос столь легендарной личности, как Владимир Вольфович. Я, извините меня, ради бога, буду все-таки говорить о культуре, только моя просьба, не хватайте сразу за пистолет при этом слове. Пистолета нет. Ну, слава богу. Значит, я много езжу по регионам, поскольку являюсь соучредителем фонда Михаила Прохорова. И 8 лет назад он сделал благотворительный фонд, который поддерживает культуру и образование в регионах. Не секрет, что нашим регионам очень тяжело развивать не только промышленность и прочее, но и культурная жизнь там просто гибнет. И задача этого фонда позволить талантливым, инициативным людям не уезжать, а развивать свой край, прославлять его и делать его центром культурной и духовной жизни. И вот ездя по регионам, разговаривая со многими моими коллегами, я вижу, что поразительным образом ни один маломальский, интеллигентный, культурный человек не то, что готов голосовать за вас, ему даже неловко обсуждать это, ну серьезно, да, даже стесняются об этом говорить. И мне удивительно, что за 20 с лишним лет при таком количестве обещаний и ярких, так сказать, да, перформансов, не побоюсь этого слова, вы не смогли привлечь к себе, ну, в общем, просвещенных людей. И почему вашей партии столь дурная репутация
вот, скажем так, у широкого культурного сообщества. Да. А ведь культура в нашей стране – это больше, чем просто чтение книжек, там, просмотр фильмов. Это стержень выживания людей, а в регионах это видно. Это опора личного достоинства. Вот что могло произойти, почему такое странное... Прошло, Ирина. Объясняю. Вы и ваш брат до сих пор не поняли, куда вы идете. Мы обсуждаем здесь кандидатов в президенты. И кандидат в президенты вовсе не собирается заниматься фондами, чтобы где-то что-то издавать. Это общественная, благотворительная деятельность, для нее нужно создать самые свободные условия. Избиратель, он самый разный в нашей стране. Это измученный советский человек, которого кинули в 91 году, Ельцин, которого поддерживала наша интеллигенция. Вот если вы признаетесь, что вы дружите с этой интеллигенцией, которая орала «Ельцин, Ельцин, да, да, нет, да», вы страну разрушили. Все, кто первый начал перестройку в 85 году? Климов, Союз кинематографистов. Им советская власть запрещала завозить в страну порнографию, педофилию. Вот ваши деятели культуры. И, конечно, они нам не нужны, как избиратели, но они голосуют за нас. Уважаемая сестра Прохорова, придите в любой театр. Сегодня вечером придите в любой театр. Подойдите к любому актеру и художественному руководителю, спросите, 4 марта за кого будете голосовать? За Жириновского. И почему? Подождите. Спрашивала. Почему? Они говорят, с коммунистами мы боролись. Значит, олигархи нас кинули. Деньги не дали нам. Мы сегодня имеем право делать, что хотим, но нету денег. Нынешняя власть от нас отвернулась. То есть все 4 кандидата, это Советский Союз, от которого они вышли, это олигарх из ельцинской эпохи. И они выбирают ЛДПР. Поэтому тайное голосование в нашей стране. Поэтому никто из кандидатов не имеет права говорить, кто за него голосует. А наши скромные люди никогда вам не скажут правду, за кого собираются голосовать. Никогда. Понятно. И вы не имеете права заявлять, что какая-то группа граждан якобы за меня миллионы не будут голосовать. И за Путина миллионы не будут. И за Прохорова. Мы с трудом получим каждый из нас из 109 миллионов 10 миллионов. А 90 миллионов не проголосуют. Вы просто не понимаете систему выборов. Прошу. За каждого кандидата голосует ограниченное Владимир число. спасибо. А вас меньше, чем тех, кто голосует за меня. Понятно. Поэтому вы всегда проиграете, и ваш Прохоров. Спасибо, пожалуйста. И никогда не будете у власти. Прошу. Рохмистров Максим, депутат фракции ЛДПР, первый заместитель председателя комитета по бюджетам и налогам. Михаил, у меня вопрос, связанный с вашим отношением к людям. Я не буду вам задавать вопрос, что ваше состояние нажито нечестным путем, вы это признали. Я не буду опровергать ваш тезис, что вы ничего не получили от Путина. И я не буду вас спрашивать, каким образом стратегический запас обогащенной руды на территории Норильского комбината в озере вдруг превратился во вновь разрабатываемое месторождение, да, понимаете? Кстати, не так давно, год, по-моему, или 1,5 назад. Я спрошу вас вопрос, вот в августе этого года, вопрос простой, да, в августе этого года 160 человек с Норильского комбината 2 недели жили в аэропорту Домодедово. Богатейший комбинат, вы хорошо относитесь к людям. С ними было 50 детей, у них не было воды, им негде было жить. И только ЛДПР приехала, привезла им воду. Я лично там был, и мы селили этих детей в гостинице. Они обращались к руководству вашего комбината, вы очень заботитесь о людях, чтобы им прислали самолет, чтобы им прислали какие-то деньги, потому что они 2 недели они летели с летнего отдыха. И, мягко говоря, вот ваши эффективные менеджеры, да, высокое руководство богатейшего комбината ничего им не дало. Вот вы как к этому относитесь? Кто-то был наказан, вы вмешались в ситуацию? Или ко всей стране будете относиться так, в случае, если вдруг, не дай бог, вы станете президентом? Хорошо. Максим, меня такая ситуация возмущает точно так же, как и вас. Потому что любое предприятие должно заботиться о своих людях. И когда я был генеральным директором Норильского никеля, у нас не было таких случаев. Я ушел в начале 2007 года. Спросите у любого работника. Я построил новые бытовки,
новый аэропорт, я построил новую больницу, я построил новые дороги. Я дал рабочим удобный материал для работы. Я дал новую рабочую одежду, которой они гордились и ходили в гости. Поэтому должны как раз и приходить к власти люди, которые умеют это делать, которые могут организовать совместную работу. И тогда и государство, и бизнес будет вместе решать проблемы людей. А когда государство неэффективное и набивает карманы, а в Думе сидят люди, которые оскорбляют женщин и обещают в своей программе по 2 мужика одной женщине и не исполняют, даже по одной не могут обеспечить, тогда у нас происходит вот такое равнодушие, о котором вы говорите. Я возмущен вместе с вами. В следующий раз, если вы неравнодушный человек, готов это делать вместе с вами. И у озера с обогащенной руду тоже государство Я вернете? 5 лет Спроси, не где работаю 120 на тысяч Норильском рабочих? никеле. Он уволил из 150 120 тысяч. Выбросил на улицу. Ни один человек Измучился на Норильском никеле Да. не был выброшен на улицу. А куда потому они что сели? на Было севере, 150 тысяч, на а все севере остальные? Время невозможно Прохорова. выбросить человека на улицу. Ему негде жить. Все, Они кто не уехали. смог найти работу, Уехали. мы перевезли за счет комбината, И что они дали им делают квартиру, и они отлично работают на Да. большой земле. Очень хорошо. Спасибо. Закончился второй раунд. И Получают переходим меньшую к зарплату и без заключительной квартиры. части дебатов. На канале «Россия» предвыборные дебаты между кандидатами в президенты России Владимиром Жириновским и Михаилом Прохоровым. Раунд третий. Если вы станете президентом России, вам предстоит осуществлять управление всеми гражданами, не в зависимости от их политических взглядов и не в зависимости от того, голосовали они за вас или нет. Какая судьба ждет те партии, которые вас не поддержали? Какая судьба ждет Путина и его команду? Какая судьба ждет Единую Россию и Михаила Прохорова? Какая судьба ждет людей, которые живут в нашей стране, голосовавших не за вас? Вот Михаил сказал в ответе на вопрос, что он хочет быть директором. В государстве нельзя быть директором. Директор может быть в бане городской, клуб. А страна – это правитель, особенно в России. Эта страна страшно монархическая, с однопартийной системой всегда была с авторитарным режимом. Страна, которая до сих пор не хочет принять западную модель демократии, потому что при этом, к сожалению, страна рухнет. Я полностью за многопартийность. Но ваши деньги, вот его деньги, и все остальные пятой колонны создадут за деньги сотни партий. Они прорвутся в наш парламент, изменят Конституцию, и Россия будет расчленена на десятки государств. Это уже было в планах. Они не успели. Не успели просто они. А Прохорова не стали сажать, как Ходорковского, чтобы где-то еще раз его запустить на это политическое поле. Поэтому первое, что я делаю, я брошу деньги на создание новой тайной политической полиции, которая должна зачистить всю страну от пятой колонны. А те, кто находится на содержании у американцев, у Евросоюза, у НАТО, у исламских государств, иначе они уже имеют планы уничтожения нашей страны. Поэтому все партии, которые российские, все граждане, которые хотят свободу, это получат. Ограниченное число лиц, которые уже сегодня являются агентами иностранных спецслужб, понесут заслуженное Понятно. наказание вместе с прикрывающими их актерами. Понятно. Михаил Дмитриевич, такой же вопрос к вам. Если вы Кстати, они уже за границей Спасибо. сидят. Если, Там гастролируют. Если вы И там имущество. Все там. Владимир Вольфович, время Прохорова. Хорошо. Если вы становитесь президентом, какая судьба ждет партии, в том числе и Единую Россию? Какая судьба ждет политических лидеров, которые правили страной? Какая судьба ждет кланы? Какая судьба ждет людей? У нас очень богатая история. И, к сожалению, в нашей истории было очень много крови. Когда я стану президентом, я подпишу со всеми нашими гражданами новый общественный договор, где мы должны объединиться не в военное время, а в мирное, ради того, чтобы наша страна стала развиваться. Мы ее должны обустраивать, обживать. Мы должны сделать так, чтобы каждый гражданин был богатым и успешным. Для этого президент должен подавать личный пример.
Он должен личным примером показывать, как нужно жить в нашей стране. Я сделаю полную свободу политическим партиям. И все политические партии, и допущенные в Думу, и недопущенные, будут конкурентно избираться нашими гражданами. Это залог того, что у нас больше никогда не будет нарушения конкуренции в стране, которая привела к тому, что наши граждане уезжают из страны, не связывают судьбу. Что касается всех кланов, давайте мы честно скажем, что нам нужен общественный договор. И нам нужно сделать так, чтобы был год переходного периода, когда все те, которые совершали экономические преступления, имеют возможность заплатить штраф государства. И мы используем эти деньги на покрытие пенсионного фонда. Мы отправим их на социальные программы. Мы направим эти деньги на то, чтобы страна развивалась. Это цена общественного договора. Давайте один раз вместе договоримся, чтобы потом жить дружно и развивать нашу любимую страну. Да. Владимир Вольфович, вы стали президентом. Да. Проходит время. При каких условиях вы будете считать, что ваше президентство было успешным и было благом для страны? Какие основные задачи как президент вы видите для себя основополагающими? Значит, то, что сказал Михаил, что надо что-то сделать, это мы уже сделали. Мы в 1997 году пытались объявить всеобщую экономическую амнистию. Он только предлагает. Давайте, заплатите и все. Мы уже предложили, не поддержал. Ни народ, ни парламент. Всеобщую политическую амнистию только мы провели, ЛДПР. Все обещают, политические заключенные, мы всех выпустили, это было 23 февраля 1994 года. Я делал доклад инициативы ЛДПР. То есть все то, что Михаил думает, мы уже делали за эти 25 лет. И я буду на посту президента до очередных выборов и обеспечу абсолютно равное участие, равные условия, не как сейчас, когда до сих пор мои билборды не вывешивают, а его висят везде. Везде висят. Проплачено. Я не могу. У меня мало денег. А он заплатил и везде вывесит. То есть все будут участвовать в выборах. Кроме тех, кто по данным новой тайной политической полиции связан с внешними нашими врагами. Любые партии. Все профсоюзы будут разрешены. Сегодня профсоюзов нету. Будут везде общественное телевидение. Сегодня все телевидение, радио, газеты, все под колпаком у администрации президента. Поэтому максимум свобод я обещаю. И самое главное, я обещаю сделать так, чтобы русский народ не чувствовал себя ущемленным на своей родине, России. И для этого мы уберем все национальные квоты по образованию в вузы, уберем всех мигрантов, он их запустил, и их не будут отправлять. И создадим условия, при которых люди не будут погибать от сосулек. Понятно. Дети не будут выбрасываться из окон. Когда резко вниз пойдет, значит, количество у нас самоубийств, когда резко возрастет рождаемость над смертностью, когда не будет наркоманов и алкоголиков, вот резко уменьшится, коррупция понизится до европейского, вот тогда я с радостью пойму, что я принес пользу. Аналогичный вопрос, Михаил Дмитриевич, к вам. Что должен сделать приходящий президент, если это будет вы, если за вас проголосует народ, то вы, для того, чтобы, когда он уйдет, народ вспоминал о нем добрыми словами и говорил: да, это был правильный человек? Для того, чтобы поднять страну, мне достаточно 8 лет. Когда я уйду, мы будем жить в стране высоких скоростей, где у нас будет огромное количество дорог, высокоскоростных магистралей, аэропортов. Самолеты из Москвы в Владивосток будут летать в 2 раза дешевле, чем сейчас это занимает из Москвы, например, в Екатеринбург. Я сделаю конкурентную экономику. У каждой семьи будет возможность выбора. Куда пойти работать, кем быть. И на всех будет достойная работа, где каждый человек может сделать свою карьеру, быть успешным, если он работает. Он может прокормить себя, свою семью, своих бабушек и дедушек. Мы создадим такую страну, в которой будет стоять огромная очередь из желающих трудиться и жить с нами. Вот тогда, через 8 лет, я могу спокойно уйти и сказать: я сделал свое дело. И ни дня больше не буду бороться за власть. Нам нужна политическая конкуренция, потому что у великой страны не может быть незаменимых людей. Этого не будет ни через 80 лет, ни через 180 лет. Хрущев обещал коммунизм, провели Олимпийские игры.
Обещает Путин развитие страны, будут Олимпийские игры в Сочи. И больше вы ничего нам не сделаете. Вы все с позором уйдете. Короткий. Еще ни один руководитель страны не уходил в хорошем здравии. Все были прокляты нашим народом. Все умерли и все чертыхаются на могилы всех руководителей, начиная с Николая II и кончая сегодняшним. Короткий вопрос. Пожалуйста. Президент также определяет и международную политику. Вот. Самое главное. Международную Не политику. так же, а самое главное. это Кто его для вас международный. друзья России? Вот, сейчас увидите. На кого обопрется Да. президент Жириновский? Да. Значит, уже 300 лет Европа двигается на восток. То, Только о чем коротко. мечтал Гитлер, они подошли. 4 минуты до Петербурга лететь, 15 минут до России. С юга подошли. Летом заполыхает Кавказ. Дальний Восток, Китай и Япония будут делить, если такие, как Прохоров, останутся на нашем политическом поле. Поэтому наши враги США, Евросоюз, НАТО, на юге Турция, на Дальнем Востоке Япония и Китай. 5 стран, которые желают уничтожения нашей страны. 5. И с ними со всеми он, Прохоров, имеет хорошие Понял. отношения, А друзья кто хранит тогда? там деньги. 500 миллиардов долларов вывезли такие, как Прохоров, в американские банки. Поэтому они в наглую вам обещают счастье, а их счастье американское. Россию останет разутой, голодной и бедной. Понял. Со своими актерами уедут туда. Это враги. Устроить сплошной Куршавель. А друзья кто? Друзья, братья-славяне, Белоруссия, Украина, Болгария, они друзья. Друзья Казахстан, возможно, Армения, Корея. Те, кто сами находятся в зоне риска. Понял. А эти вот такие вот чудики Я понял, да. смеются, потому что они сидят только на банкетах. Всё Они даже понял. не знают, где Корея, где Армения, какая была история. Понятно. Ничего не знают. Задача посмеяться. Владимир Но Вольфович, смеется понятно, тот, кто смеется последний. А последний Ясно. буду смеяться я, провожая Прохорова к Ходорковскому. Понятно. Михаил Ильич, такой же вопрос к вам. Кто друзья России и кто не друзья Слушайте, России? русские, что говорит Прохоров? Кто у него Сейчас друзья? мы живем в новом мире. Ну? Этот новый мир только устанавливает современные правила. И поэтому образуются 3 мировых центра. Америка с Латинской Америкой, Китай, Индия и другие азиатские страны, и Россия с Европой. Ни Россия, ни Европа не сможет конкурировать в новом порядке. Поэтому стратегическим партнером нашей страны является Европа. Мы часть великой европейской культуры. Наша великая русская культура – это часть европейской и мировой культуры. Поэтому мы, европейцы, мы должны создать совместное экономическое пространство, единую мощную экономическую территорию и ездить в Европу, а не к нам, как к себе домой. Это та страна и те стандарты, о которых мы сейчас можем только мечтать. Поэтому Европа – это наш стратегический партнер. Что касается партнеров на юге, я понимаю, почему Владимир Владимирович их берет. Там проходит наркотрафик, там можно подзаработать. Поэтому только Европа закрыть границу Средней Азии, ввести жесткий визовой режим и наладить миграцию. Вот такая политика единственная возможна в нашей стране. И я, как президент страны, ее реализую до конца и очень быстро. А кто враги? Враги. Враги Друзья это НАТО, это недружественные понятно. нам Вы все режимы, натовские агенты. недемократические. Те, где нарушаются права человека. Страны называйте, страны. Я считаю, Где? что Абстрактно. это Иран. Страна. Это Иран. Иран, наш союзник на юге. Вот видите. Это вот ваш всё. союзник Да, на наш, юге. наш. Потому что летом война будет Время- против Ирана. И мы его время будем защищать. Прохорова. А ваш он враг, и враг подойдет к Астрахани. Вот туда вы поедете в окопы под Астрахань, Прохоров. Вот если так. для вас Иран враг. Вот такие политики развяжут мировую войну. К счастью, Не мы мы им не развязываем. дадим. Америка, ваш друг, это И делает. тогда, не дай бог, если будет с Ираном война, миллионы беженцев заполнят наши южные незащищенные границы. Поэтому все недемократические режимы являются нашими врагами. Сирия, Иран. Но обязательно нужно учитывать наши российские интересы. Россия для меня самое важное. Внешняя политика – это Время. разменная карта для Вы видите? интересов Время всё. нашей страны. Всё Дает время. страну НАТО, Владимир США и ссорит у вас, нас с нашими Владимир союзниками, с единственными. у вас Это вот Иран, 30 допустим, или секунд Сирия. для обращения к вашим избирателям. Прошу. Уважаемые избиратели, это действительно исторический день. Откажите в доверии Путину, он уже был. Прохоров и все жулики, обокравшие страну. Зюганов и Миронов – это левые 73 года управляли. Стране нужен смелый, жесткий
президент. Я первый создал партию. Я 5 раз уже кандидат в президенты. Меня любит, уважает вся страна и боятся все окружающие. А Прохоров живет на Западе. Деньги там, любовницы там. Своих актеров туда будут увозить. Ни одного голоса Прохорову. Все за меня, за Жириновского. Понятно. Михаил Дмитриевич, ваши 30 секунд. Уважаемые избиратели, очень скоро мы будем решать нашу судьбу. Мы будем выбирать между прошлым и будущим. Мы будем выбирать между теми обещаниями, которые никогда не реализуются, и эффективными решениями. Дайте мне возможность вас не подвести. Отдайте мне свои голоса. И я хочу, чтобы был второй тур Путин против Прохорова. Это будет настоящее прошлое, будет биться с настоящим будущим. Приходите 4-го, голосуйте за 4-го. За Жириновского, номер 1 бюллетень. Завтра в дебатах принимают Забудьте участие это кандидаты страшное в имя. президенты Прохоров. Сергей Миронов и Геннадий Зюганов. Канал «Россия», 21:50. До встречи.